Яркое летнее солнце выжигало таинственность этого места так же, как и траву на окружавших его полях. Фундамент заброшенного замка существовал еще с XI века, а сам замок несколько столетий принадлежал одному из самых влиятельных и мистических орденов Средневековья – ордену тамплиеров. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект Follow the Ghosts. Наверняка вы, как и я, любите истории, связанные с тайнами, особенно если это касается замков. Поэтому сегодня мы с вами переместимся во Францию, чтобы посмотреть заброшенный замок тамплиеров, десятилетиями простаивающий посреди виноградников. Итак, поехали! Конечно, таким местам больше всего подходят к лицу дожди и туманы, но во время своих путешествий не всегда получается подгадать погоду. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как отправиться смотреть замок под палящим солнцем. Взмокшие от жары, мы зашли в его приоткрытые двери и будто бы сразу оказались в другом мире. Радуясь долгожданным гостям, прохлада заключила нас в свои объятия с самого порога и не отпускала ни на секунду, проводя экскурсию по своим владениям. Замок был невысоким, всего 2 этажа с чердаком в основном здании и 3-4 в примыкающих к нему башнях. Этажи соединялись между собой небольшими и аккуратными лестницами. Бесчисленные комнаты по обе стороны от длинных коридоров были пусты, но то и дело мы улавливали в них движение и знакомились с миниатюрными оккупантами замка – летучими мышами. Потревоженные нашим присутствием и светом, они начинали паниковать и молниеносно перелетали из одного угла комнаты в другой, а то и вовсе улетали искать спокойствия в соседние помещения. В некоторые комнаты и башни мы попасть не смогли. Пол перед ними прогнил и прогибался. Рисковать нам не хотелось. Передвижение по коридору 2-го этажа и так напоминало полосу с препятствиями. То здесь, то там в деревянном полу зияли дыры. Соль. Замок полностью расчистили от мебели. Возможно, ее украли. Или же наоборот, сами владельцы начали подготовку здания к необходимости реставрации. Но никакие работы тут так и не начались. В комнатах на старых обоях то и дело встречались следы от висевших здесь ранее картин или распятий, говоря о глубокой религиозности бывших обитателей. Мы довольно быстро осмотрели пустой замок, не найдя ничего интересного и уже собираясь уходить, как вдруг самая дальняя комната наконец-то смогла нас удивить. Wow.
Waouh. Énorme ruche. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai, cela, je pense que Ouais, c'est genre la perfection. На высоком стеклянном окне снаружи прикрепился пчелиный улей. Он был просто огромным, занимая всю площадь окна и наверняка заходя за его пределы. Завороженные, мы наблюдали сквозь стекло, как внутри копошатся пчелы, рассматривали соты с медом и в глубине души надеялись, что ни в каком месте окно не было разбито. Основу улья диких пчел составляют расположенные рядами соты, между которыми есть небольшие расстояния в пару сантиметров. Зачастую своей плавной формой эти ульи напоминают вытекшую из вулкана лаву. Форма этих ульев одна на другую не похожа, потому что в дикой природе пчелы строят, как им вздумается. Обычно они размещают свои домики на деревьях, прямо в дуплах, или они вообще свисают с веток. Могут размещать в земле, и тогда это напоминает такие подземные городочки с множеством ответвлений. Очень интересное зрелище. А иногда так бывает, что пчелы подбираются вплотную к человеку и интегрируют свои жилища в его жилище. Но у нас тут все-таки с вами заброшенный замок, поэтому, возможно, пчелы не думали, что кто-то будет им мешать, или они будут кому-то мешать. Закончив осмотр замка, мы попрощались с прохладой и вышли в лето. Справа во дворе перед ним сохранились руины старой часовни, в которой проросло дерево. Выглядело это очень красиво. Мы фотографировали замок снаружи, как вдруг из-за угла появился мужчина и подошел к нам. И это оказался хозяин замка. Он довольно мягко попросил нас уйти отсюда, но бывший с нами друг Джим решил воспользоваться этой встречей и попробовать расспросить мужчину об истории этого места. Но хозяин, к нашему удивлению, просто пожал плечами. Он сам ничего не знал. «Когда-то замок принадлежал тамплиерам», — сказал ему Джим, уже до этого успевший немножко покопаться в архивах. «Ну, может быть», — безразлично ответил мужчина. Когда мы отошли от замка и снова оказались посреди полей, Джим решил больше не сдерживать своего негодования. «Вот так всегда теперь», — сказал он. «Люди покупают замки только из-за виноградников вокруг них, а на сами замки им плевать. Их не интересует история. Им лишь бы вино продавать, а сами замки пусть хоть сгниют». Это был, кстати, не первый и не последний случай, когда мы встретили заброшенный замок в таком положении. К сожалению, это действительно распространено. Содержание замка требует больших вложений, а люди, которые пришли на эти земли, чтобы делать бизнес, делать деньги, не хотят еще в самом начале тратиться на восстановление какого-то замка. Может быть, потом, когда-нибудь. А потом когда-нибудь обычно всегда бывает слишком поздно. Так что же за история у этого места? Почему наш друг Джим так жаждал хоть каких-нибудь подробностей? Дело в том, что начиная с XIII века у замка были довольно интересные владельцы. И сейчас мы с вами попробуем с ними немножечко познакомиться. Впервые замок, представляющий собой сначала оборонительную крепость, появился здесь еще в XI веке, и, как это обычно бывает, за последующие века многократно перестраивался. Когда в XII-XIII веках орден тамплиеров начал распространять свою власть на Европу, они стали владельцами большого количества замков и особняков, являвшихся чем-то вроде их штаб-квартир, где они принимали в свои ряды новых членов. Замок, который мы посетили, был одним из таких мест. Орден тамплиеров появился в 1119 году и по-другому назывался еще Орденом Бедных Рыцарей Христа. Он состоял из военных, отправившихся в крестовый поход на Святую Землю, территории между Средиземным морем и восточным берегом реки Иордан, чтобы вернуть эти земли христианам. После того, как в конце XIII века крестоносцы были окончательно изгнаны со Святой Земли, вновь попавшие под власть Египта, они переключились на финансовые услуги и торговлю в Европе. Орден тамплиеров был невероятно богат, и хоть изначально он назывался Орденом Бедных Рыцарей, ни один бедняк не мог туда попасть просто так. Для этого ему нужно было сначала немного разбогатеть, чтобы, присоединившись к ордену, скинуть свое богатство в единый котел.
В начале XIV века французский король Филипп IV, опасающийся возрастающего влияния ордена и не желая отдавать ему долг, начинает гонения на тамплиеров и уничтожает их во Франции. Только вот их золото и богатство исчезают в неизвестном направлении, так и не попав в государственную казну. И тайна, куда делось золото тамплиеров, так и остается одной из главных и интереснейших загадок истории. Является ли попавшийся нам замок свидетелем того, куда пропала хотя бы часть богатства? Ведь здесь происходили посвящения новых членов в орден, приходивших, как известно, не с пустыми руками. После тамплиеров замок менял одну знатную семью на другую, восстанавливался, перестраивался. Лишь башни по бокам, круглые и квадратные, дошли из Средневековья до наших дней. Все остальные части и форма были переделаны. В конце XVIII века он достался маркизу, являющемуся родственником самого влиятельного человека в регионе. Богатства вливались в замок и его обустройство рекой. Затем, после революции, эта семья покинула Францию, успев продать замок новому владельцу, бывшему корсару, избороздившему Индийский океан и желающему найти покой в сельской местности вдали от моря. Наследники корсара держали замок в собственности до войны, затем он снова пошел по рукам. В современном мире все меньше и меньше людей могли найти ему применение. Зато виноградники вокруг пользовались большим спросом. Вот уже более 40 лет существует винодельческая компания под именем замка, и примерно столько же он сам пустует. Только дикие животные и насекомые находят теперь здесь приют. Ну вот и все, друзья. Мы познакомили вас с еще одним замком. И надеемся, это знакомство пришлось вам по душе. Если это так, обязательно не забудьте поставить лайк этому видео, ну и подписывайтесь на канал, если вы новенький. Да, я буду повторять это каждый раз, потому что лайки и подписки действительно очень важны для развития нашего канала, чтобы мы чаще встречались и больше новых мест исследовали. На этой ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих выпусках. Пока!